Привет всем, Арми! Прошло всего 8 дней с тех пор, как мы в последний раз видели Тэхёна и Чингука вместе, но для многих этот короткий промежуток времени кажется целой вечностью. Их отсутствие ощущается каждый день, и очевидно, что большинство из нас ужасно по ним скучает, потому что видеть их вместе всегда поднимает нам настроение. Когда эти двое встречаются лицом к лицу, их улыбки широкие и искренние, и они смотрят друг на друга с такой ясностью, которая показывает, насколько комфортно им вместе. Эти моменты, которые они дарят нам, вдали от камер, показывая себя такими, какие они есть, это моменты, которые мы ценим больше всего, потому что они раскрывают любовь, которую никто не может отрицать и которую невозможно игнорировать. Эти две драгоценные души заставляют нас всех влюбиться в них и в их особую связь, заставляя нас с нетерпением ждать встречи с ними и всегда желать большего от их отношений. Для нас день без встречи с Тэхёном и Чингуком кажется целым месяцем, и это чувство становится все сильнее с каждым днем. Наше нетерпение растет, ведь все мы хотим увидеть наших тэкуков в новом году и наблюдать, как они продолжают демонстрировать свою любовь друг к другу. Чингук и Тэхён, вероятно, сейчас очень заняты в своих агентствах, и рабочие обязательства оставляют им мало свободного времени. Но бывают такие дни, как сегодня, когда трудно смириться с их отсутствием. Реальность такова, что их графики невероятно плотные, но это не меняет того факта, что их отсутствие очень ощущается, когда мы привыкли видеть их вместе. Если бы тэкуки знали, как сильно их любят и как сильно мы по ним скучаем сейчас, я уверена, они были бы счастливы и тронуты всей той любовью, которую получают. Было бы замечательно, если бы наши любимые тэкуки могли проводить короткие прямые эфиры, где их любовь всегда была бы видна всем, потому что именно такие эфиры лучше всего демонстрируют их близость. Однако мы должны понимать, что им нужно набраться терпения, поскольку они, несомненно, очень заняты своими творческими и профессиональными проектами. Но это не самое важное. Самое важное это то, что независимо от того, сколько времени потребуется, чтобы увидеть их снова вместе, мы всегда будем ждать их тихо и преданно, потому что знаем, что они стоят того, чтобы подождать. А пока мы просто хотим ясно дать им понять, что мы их любим и очень по ним скучаем. Без лишних слов и двусмысленности. Ожидание – это часть процесса, и мы знаем, что у них есть свои обязанности, которые нужно выполнить, прежде чем они смогут вернуться и снова дарить нам контент, который мы так любим. Все, что мы можем сделать пока, это оставаться бдительными и готовыми к их появлению, потому что наша преданность им непоколебима. Идея состоит в том, чтобы продолжать поддерживать их на расстоянии, уважая их время и работу, но не переставая выражать, что их присутствие необходимо для того, чтобы все в этом сообществе, которое так пристально за ними следит, казалось полным. Любовь между Тэхёном и Чингуком не нужно кричать, чтобы быть настоящей. Она проявляется в мелочах, которые почти никто не замечает, когда они думают, что никто не смотрит, эти едва заметные прикосновения, которые появляются, прикосновения, которые они не могут скрыть и которые предназначены только для двоих. Любовь живет в этих интимных моментах, когда, даже в окружении множества людей, им удается заставить друг друга чувствовать себя особенными и любимыми, не говоря ни слова. Язык, который они создают, прекрасен и романтичен, и за эти годы они научились говорить своим телом. Когда они хотят обняться, поцеловаться или просто быть рядом на публике, они используют украдкой брошенные взгляды или легкие прикосновения, чтобы показать свои чувства. Вот несколько прекрасных моментов, где их взаимная привязанность отчетливо видна, особенно со стороны Тэхёна. Тэкук изо всех сил пытается отвести взгляд и взять его за руку, когда они находятся вместе в одном месте. Их самообладание поразительно, но грустно, что они не могут открыто показывать свои чувства, потому что некоторые сотрудники неодобрительно относятся к тому, что они постоянно прикасаются друг к другу по своему желанию. Несмотря на это, они продолжают проявлять любовь, страсть и восхищение друг к другу, и удивительно, как им удается сохранять спокойствие в такие моменты. Однако иногда они не могут не совершать ошибок, и их тело их подводит. Как и в последнем, полюбившемся фанатам видео, тело Чингука очень быстро реагирует на прикосновение Тэхёна, демонстрируя, как сильно он его любит, не в силах это контролировать. Тэхён, будучи довольно озорным, точно знает, что делает, когда прикасается к нему и провоцирует эту естественную реакцию. Эти двое выработали способ общения, выходящий за рамки слов, используя жесты, которые идеально понимают только они сами.
Им не нужно делать ничего грандиозного, чтобы показать свои чувства, легкого прикосновения или долгого взгляда достаточно, чтобы понять друг друга. Это негласный код, который они выстроили со временем, позволяющий им устанавливать связь, не давая никому об этом узнать. Каждый раз, когда они вместе, связь и доверие, которые они испытывают друг к другу, ощутимы, что делает их отношения уникальными и особенными. Эти детали раскрывают истинную природу их любви, больше, чем публичные заявления или постановочные сцены. Восхищение Тэхёна и Чингука друг другом очевидно в каждом их взаимодействии, как перед камерой, так и за ней. Они всегда внимательны друг к другу, находят способы сблизиться и создать комфортную атмосферу в любой ситуации. Это невозможно подделать. Потому что действия говорят громче слов, и их искренность проявляется в каждом жесте. Уважение и привязанность, которые они разделяют, являются основой их отношений, и это отражается в том, как они относятся друг к другу и заботятся друг о друге. Эти нежные моменты раскрывают глубину их чувств, превосходящую все, что кто-либо может сказать или предположить. В конечном счете, любовь Тэкука проявляется в спонтанности их действий. Им не нужно ничего форсировать или пытаться убедить кого-либо в своих чувствах, потому что истина кроется в повседневных деталях. Будь то концерты, интервью или перерывы, они всегда находят способы выразить свою привязанность тонко, но ясно. За эти годы многие наблюдали за динамикой отношений между Чингуком и Тэхёном, и в результате выявилась связь, выходящая за рамки очевидного. То, как они смотрят друг на друга, ищут друг друга и даже подсознательно прикасаются друг к другу, раскрывает близость, не требующую слов. Будь то перед камерой или в окружении других людей, их жесты остаются неизменными, как будто ничто не может нарушить их естественное стремление быть рядом друг с другом. Эта спонтанность не проистекает из внешних обязательств или ожиданий, она исходит изнутри, из доверия и взаимопонимания, которые укреплялись с течением времени. Между Тэхёном и Чингуком развился некий безмолвный язык, способ общения, который идеально понимают только они двое. Им не нужны грандиозные жесты, чтобы показать свои чувства, простого прикосновения руки или долгого взгляда достаточно, чтобы точно понять, что происходит в мыслях друг друга. Это кодекс, который они выстраивали день за днем, позволяя им оставаться на связи даже посреди хаоса. Каждый раз, когда они вместе, вы можете увидеть эту нерушимую связь, это взаимное доверие, которое делает их отношения уникальными и особенными, нечто, что выделяется на фоне других взаимодействий в группе. Интересно, как внутри одного и того же фандома реакции на определенные действия могут быть настолько противоречивыми. Один и тот же жест, один и тот же взгляд или один и тот же поступок могут быть истолкованы совершенно по-разному в зависимости от того, кто это делает. Когда это делают Тэхён или Чингук, их часто резко осуждают, критикуют или ставят под сомнение их намерения. Но когда Чимин делает что-то подобное, это чувство взаимного доверия. Кажется, что его воспринимают иначе, как будто его поведение свободно от любого анализа. Эта разница в критериях побуждает нас задуматься о том, как наши личные предпочтения могут влиять на то, как мы воспринимаем действия других. Речь идет не о сравнении, а о признании того, что у всех членов группы есть свои способы самовыражения и взаимодействия друг с другом. Проблема в том, что во многих случаях интерпретации зависит от того, что каждый хочет видеть, или от устоявшихся предубеждений внутри фандома. Тэхён и Чингук продемонстрировали последовательность в своем поведении, которую следует ценить такой, какая она есть, без поиска злобы там, где ее нет. Их отношения, со всей их сложностью и нюансами, заслуживают честного понимания, а не предвзятого. В конечном счете, самое важное – это объективно наблюдать и отбросить предвзятость, которая часто затуманивает суждение. Динамика отношений между Тэхёном и Чингуком говорит сама за себя, через мелкие детали, которые для тех, кто умеет видеть, говорят громче тысячи слов, это отношения, построенные на доверии, уважении и близости, которую трудно превзойти. Признание этого не означает недооценку другого человека, это просто означает принятие того факта, что каждое взаимодействие имеет свою ценность, и что отношения между Тэхёном и Чингуком подлинные, достойные того, чтобы их ценили без прикрас и двусмысленностей.